Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, март 2024 года. И это не есть какой-то короткий период размером в 1 месяц. Эта дистанция продолжится до 14 апреля 2027 года. Март будет связан с теми событиями, которые сложились уже даже на конец февраля. Выход из какого-то повторяющегося сценария, скорее всего, вам может захотеться сделать в районе 19 февраля. И это продолжение тех тем и вопросов, которые, как свершившийся факт, нас заставляют принять реальность и самим себе сказать, что дальше. Обусловлено это тем событием планетарным, как выравнивание планеты Хирон с лунным узлом, находящимся в Овне. Хирон – символ израненного целителя или той священной раны, которая присутствует в жизни каждого из нас. И, возможно, это глубоко личностная история, ситуация, о которой вы не можете никому даже рассказать. Из мифологии мы знаем, что Хирон – могучий кентавр, самый мудрый из всей плеяды кентавров, их было много. Это образ учителя и искусного врачевателя одновременно. Хирон учил астрологии, астрономии, математике, искусству охоты и искусству врачевания. Хирон – это получеловек и полуконь. Это соединение дикой природы, как наши эмоции, мои дорогие, как наши мечты, как наши жгучие желания и интеллекта, и мудрости. И парадокс заключается в том, что пострадал Хирон от того, кому помогал, кому доверял, кого учил, от своего лучшего ученика Геракла. Из-за отравленной стрелы, выпущенной Гераклом и случайно угодившей учителю в ногу. Хирон не ставил перед собой недостойных целей. И нам говорят: помни, кому ты помогаешь, кого ты обучаешь, помни, что то, что ты делаешь из лучших мотивов и побуждений, не обязательно может иметь достойное продолжение. И для кого-то из вас, как символ священной раны, может сложиться или могла сложиться достаточно сложная ситуация с нашими близкими людьми. Это как дети, родственники, родители, может быть, даже внуки, или с теми людьми, кому вы всегда доверяли или помогали, мои дорогие. Вот эта священная рана в повторяющемся каком-то сценарии, то есть с теми людьми, кого мы не можем отменить в нашей жизни, кого мы не можем исключить, но в то же время мы должны сами выйти из этой какой-то череды повторений, может быть, уже надоевшего где-то сценария, или сложилась уже какая-то парадигма, я хожу по кругу, хотя бы в какой-то одной сфере жизни или в нашей ментальности, вот как та рана, о которой мы не расскажем, но это то, что нас мучает, это то, что о себе напоминает, и тоже из этого должен быть определенный выход. Почему? Потому что это разрушающие эмоции, а нам нужно принять то, что есть по факту. Это перезагрузка, мои дорогие скорпионы, именно для того, чтобы не потерять себя, остаться самим собой. И эта задача не только в разрезе марта, это до апреля 2027 года, до 14 апреля, если быть точной. Давайте мы зададим вопросы картам. И первая карта: в какой сфере жизни вот эта священная рана или вот этот повторяющийся сценарий может проигрываться у вас, как видят карты? Иногда истоки наших переживаний лежат очень глубоко. Мы сами их не можем где-то, ну вот от какой-то до первой точки разгадать или прокрутить как будто историю назад, чтобы разобраться в себе. Я так надеюсь, какие-то подсказки для вас будут. Так вот, какая сфера жизни, как думают карты? Вторая карта. И что с этим важно знать? Сюрпризы. Это то, что со знаком плюс. Неожиданности. Что скрыто? Что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что вас будет радовать? Дела, работы, бизнес. Посмотрим на энергию. Энергия финансов. И личная жизнь. Ну, ушла вторая карта, достаем две. Итак, какова же
История. Ну, дела, работа, бизнес и деньги. Или у кого-то из вас это по королю мечей есть какая-то история, ну, буквально связанная, может быть, и с чиновниками или с каким-то оформлением, или с людьми, которые охрана правопорядка, может быть, и так. Или, вы знаете, если мы говорим про раны детства, священные раны у кого-то, и так ведь тоже может быть. Это когда вы не получили где-то достаточно внимания, или вам так казалось. Может, ваши родители были, ну, такие более жесткие люди, более, знаете, они могли вас безмерно любить, но свои эмоции скрывали. Вот эта самая нежность, которая недополучена, она и нас где-то, ну, превращает в тех людей, когда мы не думаем то, что нам где-то не хватает, вот этого тепла, вот этой душевности. Мы думаем, что это та парадигма, которую мы должны повторить. Иногда мы повторяем, даже не задумавшись. Но если мы переходим в разрезе Марта, мои дорогие, то тогда есть та сфера жизни, что вам действительно в чем-то нужно навести порядок. Причем этот порядок должен еще согласовываться с законом по этой карте. Первое, вопросы здоровья, конечно, могут быть. Причем это не обязательно вы заболели, нет. У кого-то стоматолог, все же врачи проходят по этой карте. Или какие-то согласования, когда с документами у вас тоже, ну, должно быть все, знаете, как комар носа не подточит. Может быть, какая-то ваша бухгалтерия. Или есть какой-то вопрос, если, допустим, у кого-то сейчас идут слушания в суде, или есть какое-то медиаторство, то тоже нужно себе не навредить. Вот основная задача себя как будто сохранить. Быть достаточно прозорливым, внимательным и прислушиваться к интуиции. Что такое интуиция? Это где-то наш, как и интеллект, и плюс опыт. Опыт, который безэмоциональный. Вообще по этой карте проходят люди, те, которые, знаете, себя стараются держать в ежовых рукавицах, буквально так. Для кого-то из вас это могут быть, ну, может быть, конкретный человек в вашей жизни, который родился под знаком зодиака стихии воздуха. Это у нас близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, а может быть и по луне. И человек, кстати, этого не знает, не все знают, в какое время они родились, и поэтому, как и асцендент, так и по луне, сложно высчитать, практически невозможно. Ну и на марта месяц энергетика такова, что словно с чем-то нужно разобраться. Причем разобраться, если мы говорим про сценарий повторяющийся, безэмоционально. И даже если были как разочарование или наоборот злость, мои дорогие, нужно убрать все эмоции, как будто карта приглашает. Увидеть вот какой-то, знаете, как факт, жесткий может быть. Или наоборот, радостный, но не примешивать где-то наши отношения сюда. Или не примешивать, не смешивать, может быть, взаимоотношения с кем-то. И для кого-то из вас это будет означать, правда, что нужно с чем-то разобраться окончательно. Что важно знать вот по этому поводу? Посмотрите, весь мир у ваших ног. Вообще замечательная карта, карта итога. Карта, когда получаем, да, все бонусы. Или та работа, или то, что было вами проделано, то, что вами было задумано, может быть, как мечта, как намерение. Вот это все осуществимо, что важно знать. Для кого-то из вас может быть переезд какой-то важный. Для кого-то из вас ваша медийность, то есть популярность, мои дорогие. Карта еще говорит, важно знать, может быть, как строить карьеру. И в этой карте как будто все составляющие у нас присутствуют. И все, что касается и золотого тельца, то есть денег, где-то нашей власти, ну, власти такой, когда вы управляете процессом. И это не имеется в виду, ну, где-то в кругу семьи. Нет, это именно получение должностей. Или пусть это ваш бизнес, значит, когда тоже вы влияете на любую обстановку, а не ждете помощи, например, от кого-то. Хотя Скорпион не ждет, ну, да, по-разному бывает. Но это как бы ваше я или ваше эго. Недаром у нас здесь лев показан. И одновременно, как и работа с информацией. И вот этот лавровый венок, это и есть вот та самая популярность. У кого-то может проиграться смена сферы деятельности, если вы себе такое задумали. У кого-либо из вас вообще может проиграться такой момент, когда вы решили на 180 градусов кардинально изменить свою жизнь, изменить самого себя.
И такое тоже может у кого-то проиграться. Вообще карта говорит о славе, о почете, об удовольствии от жизни, о сильной позиции, о том, что сбываются наши мечты. По карте мир гармония в душе. И, может быть, отчасти я говорила о доброте, о нежности. Это то, что должно быть посложено, может быть, в основу ваших отношений, ваших контактов, вашего окружения. Искренность, доброта, вот эти два качества, как будто вот та внутренняя или внутреннее состояние гармонии, оно для вас совершенно необходимо, потому что есть, видимо, ну, какая-то история в вашей жизни, которая заставляет вас быть, ну, где-то более колючим, ожидать какой-то подвох. И, может быть, все, что касается дел, там, правда, не до эмоций, но мы люди, и мы должны иметь свое доброе окружение, которое не пытается нас перестроить, которое просто любит нас за то, какие мы есть. И, видимо, для вас составляющая вот эта доброта, вот это важно знать, как будто может где-то Скорпиону не хватать именно таких людей рядом с вами. Может быть и так. Давайте мы посмотрим, каковы же сюрпризы. Ну, не совсем тут сюрпризы. Вы знаете, восьмерка мечей – это у нас не что иное, как карта внутренних сомнений или внутренних страхов. И здесь только одно, как совет идет, не мешайте себе. Нет никаких сюрпризов. Вот, наверное, как, может быть, в разрезе марта очень важно видеть, что по факту, чтобы вот эта гармония состоялась, вполне вероятно, вот этот мир в душе, чтобы не смешивать как будто наше внутреннее эмоциональное отношение к кому-то или даже если к делу какому-то. Это на самом деле так. Бывают же какие-то заминки даже в тех делах, которые мы осуществляем. И можно ведь по-разному это воспринять. Можно сказать, да и ладно, Господи, сегодня не получилось, завтра у меня получится. Кто-то так и сделает и пойдет дальше. А кто-то начнет в себе копаться, начнет анализировать. Вот вам сейчас, мои дорогие, нет как будто никаких сюрпризов. Самый главный сюрприз зависит от вас. Не устраивайте себе глубокой философии на мелком месте. Неожиданности. Праздник. Праздник, какие-то приятные взаимоотношения, хорошие новости, хорошие события в марте, хорошее настроение, мои дорогие. Вот как будто сюрпризы со знаком плюс и неожиданности, ну, где могло быть по-разному, словно меняются местами. Правда, к смене идет какой-то парадигмы или как будто не просто даже в рабочей сфере какие-то бонусы или возможности, вот буквально в марте. А это правда? Это, знаете, вы задумать можете переезд. Или вы можете, если даже прежде не пытались даже анализировать, надо же, держу в руках карты, а вам выпадает карта победителя. Вот бывает же такое, у Скорпиона все бывает, это правда. Мои дорогие, победа в чем-то, понимаете? И если вот мы долго говорим, я про праздник конкретно, и, видимо, чтобы укоротить мою беседу, выпадает карта победителя и сразу говорит в неожиданностях, правда, вот какая-то победа в каком-то деле, мои дорогие. И сами по себе вот эти, с этой картой все понятно, я сказала. А карта тройка кубков не такая крупная карта. И правда, тут просто приятные эмоции. Но чтобы развернуть, нужно подумать, что сказать. Ну вот я связываю именно со старшим арканом мир, счастье, радость, благополучие, нет ничего невозможного. И вот вам, как заключительный аккорд, победа в каком-то деле. Если у вас разбирательство в суде, то, знаете, ну каким-то образом все равно сложится так, что вы останетесь, мои дорогие, довольны. Что же скрыто? Скрыто то, что скрыто, это карта неопределенностей и ожиданий. У кого-то из вас может быть, правда, ожидание какого-то действа или ожидание документа, и вы думаете, что вот я получу что-то и откроются новые возможности. Или сама по себе обстановка непонятная, может быть, сложилась по какому-то вопросу или по какой-то сфере жизни. Вот такая неопределенность. И правда, ведь это старший аркан. Значит, обстоятельства как будто таковы, что вы не знаете, что ожидать. Вы ждете от чего-то подвоха. Вот если вы ждете какого-то либо подвоха, либо не знаете, ну, к примеру, какой-то ваш вопрос решается в высоких инстанциях. Все-таки у нас король мечей. Может быть, это у чиновников, может быть, в налоговой службе, может быть, еще какой-то службе.
И вы не знаете, в плюс-минус, как мне это сыграет. Мои дорогие, скорее всего, сыграет вот так. Не случайно же вам карта победителя перевернулась. Ладно, что вам может помешать? А что у вас может буквально не быть в нужное время и в назначенный час? Куда-то вы не отправитесь, вы как будто точнее отправитесь, или вас не окажется, может быть, вы будете в какой-то поездке, а вам нужно быть в том городе, местности, где вы всегда проживаете. Как будто карта выпадает у нас напротив как раз короля мечей, или это может быть, как знаете, превышение, например, скорости за рулем, и что может помешать? Вот как раз сама по себе та скорость, которая недопустима, может быть, или что-то еще, связанное с передвижениями. Это карта заслуженного успеха. Вам, по сути, ничего не может помешать. Но если какие-то тонкие нюансы, и вы как будто не отработаете, или чему-то не придадите значения. Может быть, по этой карте еще вот как темная ведь карта, правда, хотя карта заслуженного успеха. Так вот, вы начнете сомневаться в себе, и тогда это тоже будет мешать. Но я могу сказать, что по этой карте нам скорее помогает, как уверенность, с одной стороны, в собственных силах, настойчивость и одновременно, но как готовность к каким-то неожиданностям. Все-таки девушка у нас одна плывет на ладье, вокруг темно, и она не знает, что ее ожидает в следующий момент, но у нее хватает силы и мужества плыть дальше. Вот это все помогает. И что же помогает по той позиции, которую все же мы заявили? Внимание к деталям, умение докопаться до правды, до истины, разузнать, как в отношении вас работает закон, или если вам кто-то делает предложение, значит, узнать, какого рода предложение, что за человек, чем он дышит, можно ли ему доверять, или и если вы намереваетесь участвовать в чем-то, значит, тоже нужно просчитать до мелочей. По сути, нет мелочей, все важно. И знать, как в отношении вас, например, будет, как я уже говорила, работать закон. Или, может быть, той местности, если вы куда-то переезжаете, у нас вверху карта мир. Как в отношении вас там как будто сложится. Сам по себе какой-то просчет до мелочей вам помогает, мои дорогие. Может быть, если мы говорим король мечей, и есть какие-то вопросы по документам, проверьте эти документы, проверьте, вспомните, проанализируйте, где вы какую цифру, может быть, писали, поднимите, у кого отчет, у кого бумага, где какую подпись поставил. Вот если сам по себе контроль в мелочах, то он тоже будет помогать. Дела, работа, бизнес, ух ты, верховный жрец, но тут мы как и учимся, и сами. Так вы можете кого-то учить. Может быть, вы специалист, эксперт в своей области, в своем деле, профессионал. Или вы буквально занимаетесь педагогической работой, и тогда по этой карте вы можете очень хорошую карьеру построить, правда. Вообще, это карта надежности, уверенности, помимо обучения, помимо и нашей где-то готовности узнавать что-то новое. Мы еще учимся на чужих ошибках. И, знаете, мы как бы предвосхищаем свои собственные. По этому аркану часто как раз и проходит согласование в высоких инстанциях или вплоть до венчания. Поэтому тут может быть и как личная история проигрывается, когда вы идете оформлять отношения для кого-то, но я понимаю, не для всех. Но, видимо, для большинства это какие-то все равно высокие чиновники или люди, которые ну, на какой-то ступени иерархии точно находятся. И вам нужно будет, может быть, согласовать какие-то документы, либо то, что касается прошлого, а может быть и тех ваших намерений, которые вы себе поставили как цель, вполне вероятно. Помните, что педантичность какая-то, мои дорогие скорпионы, она вам точно не помешает. Но эта педантичность не значит какой-то глубокий анализ прошлого. Вот это к делу не относится. Посмотрите, у вас как паш мечей, так и король мечей. И это ведь конкретика. Вот конкретика на данный момент. Это когда мы руку на пульсе. Тут нет лишних мыслей. И уж тем более нет эмоций. Эмоции, они нужны, но они только для личной жизни. А так для решения вопросов, увы, они не годятся. Что же у вас по финансам? Ну вот не хочется так сказать, а вот правда по рыцарю мечей иногда проходит бунтарь без причины. Или проверяющие, мои дорогие, правда проходит. Поэтому
Может быть, нам карта говорит, ты должен что-то по финансам просчитать. Не должно быть, опять же, ошибки. Посмотрите, у вас выпадает несколько мечевых карт, и это то, что мы делаем наверняка. Это то, что не наобум. Это то, что надеясь на самого себя, причем, ну, где-то еще себя перепроверяя. Вы можете столкнуться по деньгам с людьми, которые вам будут задавать вопросы или с вами спорить. Почему я говорю, может и правда какая-то проверка. Или нам карта говорит, что если такова проверка у вас уже проходит, мои дорогие, рядом у нас карта праздника, значит, у вас все решится и не случайно победа. Все решится очень хорошо, но это не значит, что мы должны расслабиться. Улыбка ваша, мои дорогие скорпионы, она волшебная. Улыбайтесь, чтобы человек не понял, что у вас там может быть на душе. Либо пламя бушует, либо кошки скребут. Это не имеет значения. Как будто великим магом-волшебником вам нужно быть. И транслируем мы дружелюбие, а сами в это время упорно считаем, анализируем, учимся. И тогда вот эта победа в кармане. Давайте посмотрим по личной жизни. Ну, деньги будут. Восьмерка, вот пусть не тут выпала карта, видимо, надо было вам услышать это. Но на личную жизнь не всегда же про любовь, правда? Это еще наши личные устремления, наши планы, цели. И восьмерка пентаклей – это тоже своего рода цель, хотя и про деньги. Это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Это профессионал буквально, который создает эти пентакли. И он сейчас как будто на определенной лестнице профессионализма. И предполагается профессиональный рост, рост вашей популярности. Все то, что я говорила по аркану мир, мои дорогие. И деньги есть, и деньги будут, но с ними надо быть аккуратным, осторожным и, ну, как-то расчетливым. И выпадает пятерка жезлов. Знаете, если мы про пятерку жезлов и про личную жизнь. Может быть, в вашей личной жизни, может быть, это с кем-то связано из родственников. Есть те люди, на которых не понадеешься и ответственности не потребуешь. Вот часто проходит по пятерке жезлов именно тот человек, который утром думает одно, а вечером он уже думает другое. И вот есть тот момент, я называю вообще эту карту информационного хаоса. Поэтому для кого-то из вас это может быть как конкретный человек, которого я описала, а для кого-то из вас, мои дорогие, это просто очень много информации, которую нужно очень правильно оценить. И нам ведь здесь не раз уже сказали, что ты не копайся в себе, тут надо что-то конкретно разузнать, может быть, найти информацию. Потому что и по пятерке-то, по этой карте, мы должны, знаете как, выслушать все, что мы узнали, или то, что нам принес данный конкретный какой-то человек, но не торопиться действовать. Или не думать, что услышанное стопроцентная правда, как будто перепроверить. Мы уже об этом тоже с вами говорили. Видимо, март, когда, чтобы получить эту победу, это потребует от вас определенных душевных сил и никаких эмоций, вот правда. Эмоций нет, потому что на кону что-то у вас стоит важное, как и деньги, как и работа, как и, может быть, какой-то гештальт через отношения, я могу такое предположить. Но, значит, когда вы разберетесь с каким-то вопросом, словно расставите все по местам, мои дорогие скорпионы, у вас жизнь заиграет новыми красками. Вот будет этот самый праздник. Видимо, из вот этих скрытых неопределенностей постепенно в течение марта вырисуется какая-то картина. Вы будете себя ощущать более уверенно, надежно. Безусловные деньги, которые тоже с деньгами будет порядок. По крайней мере, об этом нам говорят карты. Ну, а деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром, а мир вам как будто выпадает. Знаете, тут какие-то у вас могут в марте, и я бы сказала, уделите внимание своим желаниям и мечте. Вот, наверное, как по Хирону мы сказали, пусть это, ну, вот какое-то дикое желание, но кто знает, может быть, и оно изменит как раз ваше качество жизни. Тут, словно для Скорпиона, нужно расставить все по местам, а после этого сделать какой-то, может быть, очень резкий старт или переезд, или какие-то перемены. Они как будто для вас неизбежны. Но все к празднику ведет. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.